Ежегодно остров Рождества становится гигантским театром, где миллионы крабов выходят на берег под шум прибоя, окрашивая землю в алый цвет миграции. Это завораживающее и удивительно деликатное зрелище, которое поддерживает баланс ряда экосистем. Крабы перерабатывают опавшие листья, рыхлят почву, становятся пищей для птиц и рыб. Но в этом балансе таится угроза. Крошечный захватчик, желтые сумасшедшие муравьи, вторгается на остров и меняет правила игры. Желтые сумасшедшие муравьи прибыли на остров из Юго-Восточной Азии и быстро распространились по территории Рождества. Их образ жизни, строение колоний и агрессивная конкуренция за ресурсы позволили им занять огромные пространства и начать вытеснять местных насекомых, включая красных крабов, чьи роли в экосистеме столь фундаментальны. По мере роста популяции муравьев усиливался эффект цепной реакции. Исчезали источники пищи для ряда организмов, деревья подвергались стрессу, а баланс между растительностью и насекомыми смещался в сторону более агрессивной динамики. Появление муравьев не произошло ночью. Это была хроника региональных процессов, когда десятки факторов, от климата до взаимодействия между видами, сложились в одну загруженную картину. Но именно их присутствие и активность стали ключом к пониманию того, почему экосистема Рождества оказалась на грани кризиса. Массовая агрессия против крабов, параличи добычи и, как следствие, коллапс связей между видами. Муравьи распыляют химические вещества внутри своей биологии, и в случае с желтыми сумасшедшими муравьями речь идет о муравьиной кислоте. Эта кислота действует на крабов как слепляющее и парализующее средство, превращая охотничью активность в угрозу жизни. Помимо прямого паралича, молекулы кислоты создают токсичный газ в окрестностях, что дополнительно угрожает насекомым и другим обитателям. По оценкам специалистов, нападение муравьев привело к гибели десятков миллионов крабов. Диапазон оценивается в 10-15 миллионов особей за короткий период времени. Попытки борьбы в первые месяцы оказались неэффективны в масштабе всей экосистемы. Рейнджеры и исследователи пытались использовать ядовитые приманки, чтобы сдержать распространение муравьев, но эти меры давали лишь временное облегчение, не затрагивая сердце колоний и их корневые механизмы распространения. В итоге последствия оказались более широкими. Туристическая отрасль теряла доход, поскольку экотуризм переживал спад, а местные сообщества вынуждены были адаптироваться к новым условиям жизни. Одной из ключевых нитей в этом сюжете стала связь между муравьями и чешуйчатыми насекомыми. Желтые муравьи тесно связаны с чешуйчатыми насекомыми как источником пищи и коконами для паразитирования. Именно этот взаимообмен определял динамику популяций. Контролируемую численность муравьев можно было увидеть как часть более широкой картины, где изменение численности одного вида сдвигает баланс и для других организмов. В одном из эпизодов специалистами было замечено, что раздельное существование муравьев и чешуйчатых насекомых может снизить активность муравьев на 95% за 4 недели. Но это не было простым решением, потому что вмешательство сдвигало и другие элементы экосистемы. Деревья подвергались стрессу, возникала плесень, и цепь жизни начинала работать с новыми правилами. Такое взаимодополняющее взаимодействие подсказывало исследователям возможность
нейтрализовать заражение не силой, а с помощью биоконтроля, введения естественных врагов, которые могут снизить давление вредных видов без разрушения других компонентов среды. Размышления о биоконтроле не были новыми. Ученые искали естественных врагов, чешуйчатых насекомых, как инструмент, который мог бы сдержать численность муравьев без необходимости постоянного применения ядов. В ходе исследований оказалась потенциальная находка. Естественные враги, обитающие в Юго-Восточной Азии, осы, паразитирующие на чешуйчатых насекомых, могли стать ключом к управлению цепочкой между двумя видами. В Малайзии найден вид ос, эффективный против желтых чешуйчатых насекомых. Представляется как потенциальная биоконтрольная мера, способная снизить давление на экосистему Рождества и подарить крабам шанс вернуться к своим естественным ролям. Важное замечание. Речь идет о сложном, многоступенчатом процессе. Эффективность биоконтроля зависит не только от способности ось паразитировать на чешуйчатых насекомых, но и от способности сохранить баланс между другими видами, чтобы не привести к новым экологическим проблемам. И здесь начинается новый этап. Проект подготовки к выпуску ОС на остров Рождества и их испытания в условиях лабораторной и полевой биологии. Исследователи из университета Латроба в Мельбурне сформулировали цель – ввести ос у паразита Чидифагус, вид, который по замыслу должен уничтожать насекомых-мишеней, откладывая яйца внутри самок чешуекрылых. Эта оса длиной всего 2 мм способна паразитировать на более чем 150 чешуекрылых за жизнь, что с точки зрения биологии представляет собой мощную потенциальную угрозу для популяции целевых насекомых. Главная идея состояла в том, что оса, внедряясь внутрь самки чешуекрылого, не только уменьшает численность вредителей, но и снижает их способность к размножению, создавая долгосрочный эффект контроля. Перед выпуском на остров проводились обширные исследования и рисковые анализы. В Малайзии были проведены полевые испытания, где оса демонстрировала способность противостоять чешуйчатым насекомым независимо от присутствия желтых сумасшедших муравьев. Это означало, что выбранный биоконтроль может работать даже в условиях, когда муравьи активно взаимодействуют с пищевыми ресурсами и средой. Министерство сельского хозяйства Австралии провело анализ рисков и выдало одобрение на выпуск ОС на остров Рождества. Команда смонтировала логистическую цепочку. 167 ОС были собраны в Малайзии и тщательно упакованы для транспортировки, чтобы сохранить высокую выживаемость до прибытия на остров. Все этапы, от перевозки до условия содержания в вольерах, были рассчитаны так, чтобы максимизировать шансы на успешное разведение в условиях полевых экспериментов. Смотрители национального парка построили вольеры для размножения осу, создали идеальные условия, контролируемую температуру, влажность и базовую популяцию чешуекрылых, которые служили пищей для летающих паразитирующих насекомых. Первая волна ос была выпущена в 4 участках, где ранее активничали колонии муравьев. Мониторинг начался почти сразу. Станции наблюдения за популяциями муравьев и чешуекрылых разместили по острову, чтобы фиксировать любые изменения. Резкое снижение активности муравьев
стало заметно спустя несколько недель после выпуска. Результат оказался ощутимым. Популяции муравьев сократились, а сразу после этого начались улучшения в регионах, где ранее крабы пострадали наиболее сильно. Не обошлось и без эпизодов, требующих дополнительной внимательности. Любая биоконтрольная программа требует постоянного контроля, чтобы не допустить непредвиденных последствий для окружающей среды. Мониторинг по острову был систематическим и рассчитан на длительную перспективу. Станции фиксировали темп снижения численности муравьев и рост популяций чешуекрылых. В течение нескольких месяцев предпринималась последовательная работа по выпуску ОС, чтобы добиваться устойчивого контроля над колониями муравьев и поддерживать баланс внутри экосистемы. Первая волна ос привела к впечатляющим изменениям на местном ландшафте. Миграция красных крабов оказалась более активной, чем в предыдущие годы, и постепенно их численность стала возвращаться к нормальным параметрам. Красные крабы не просто часть картины, они являются одной из движущих сил, поддерживающих здоровье тропического леса. Переработка опавших листьев способствует питанию почвы и поддержанию разнообразия растений, а крабы служат источником пищи для ряда хищников. Влияние биоконтроля прослеживалось в восстанавливающемся балансе, где крабы возвращались к своей роли. Появление ос стало мостом к восстановлению лесов и слабого биоразнообразия. Сокращение численности муравьев позволило не только вернуться к более естественным потокам, но и поспособствовало росту популяций улиток, ящериц, лягушек, мелких млекопитающих и птиц. Одновременная стабилизация ландшафта и повышение плодородия почвы – это важная часть картины. Неожиданным побочным эффектом биоконтроля стало улучшение садоводства и сельскохозяйственных практик острова. Контроль над чешуйчатыми насекомыми оказался полезным для растений, что усилило устойчивость экосистемы и поддержало возвращение многих видов. Восстановление разнообразия не ограничивалось флорой. Он поддерживал структуру хвойных и лиственных лесов, а также помогал птицам и другим животным вернуть свои привычные маршруты питания. Задуманный план невозможно назвать мгновенным и всеобъемлющим. Полное уничтожение желтых сумасшедших муравьев на острове Рождества – задача практически невыполнимая из-за размеров территории и рельефа. Однако цель биоконтроля – не стереть виды с лица Земли, а удержать их численность на стабильном уровне, чтобы экосистема могла процветать вновь. В этом отношении, по итогам проекта, планируется продолжать интенсивное наблюдение и, возможно, принять дополнительные меры. В сообщениях по проекту обсуждается возможность интродукции нового вида ос из Африки после детального анализа рисков и этапов внедрения, чтобы усилить эффект контроля над муравьями без дополнительного воздействия на другие компоненты среды. За время проекта на острове Рождества произошли заметные изменения. Миграция красных крабов вернулась к более стабильному ритму, экосистема стала более устойчивой, а местное сообщество научилось видеть полезность баланса, выходящего за рамки одного вида. Это свидетельство того, что эффективные решения требуют единого подхода, интеграцию науки, местной культуры и долгосрочной перспективы. В конечном счете биоконтроль – это не магия, а инструмент, который применен с ответственностью, может поддерживать жизненно важные процессы природы и города.
Если вам интересна эта история, и вы хотите обсудить ее уроки или представить свои идеи о биоконтроле в разных экосистемах, пожалуйста, оставляйте комментарии и подписывайтесь на обновления. Мир живой природы сложен, но именно в этой сложности кроется наш шанс сохранить красоту и баланс планеты для будущих поколений.